Наконец-то наступил апрель, и весна чувствуется в каждом уголке Японии. Последние несколько дней у меня были очень занятые, и я каждый день рано утром выходила и поздно вечером возвращалась, когда было уже темно. И сейчас я выхожу на улицу, и в нашем дворе вот так вот сакура зацвела полностью. Какая красота! Я думала, что она уже не будет цвести, потому что дерево довольно старое, но как же красиво! Всем привет, с вами Тори-чан. У нас сейчас начало апреля, самый туристический сезон в Японии. Что неудивительно, сакура начинает цвести, а также у нас великолепная погода, где-то плюс 20 на улице сейчас, поэтому очень много туристов. Конечно, в Фукуоке не так много туристов, как в Токио и Киото, но для самых настырных, кто решил приехать на юг Японии в наш небольшой городок, я буду на этой неделе показывать город, поэтому эта неделя у меня будет очень занятая. Буду показывать Фукуоку приехавшим сюда людям, а также подготавливать наш дом к наступлению настоящей теплой весны. Японцы любят наслаждаться сменой сезонов. У каждого сезона есть своя особенность, свой символ и своя еда. Главный символ весны – это, конечно же, сакура. В магазинах продают еду в лимитированных весенних упаковках, даже есть разные весенние десерты со вкусом сакуры. Например, весной в Японии популярен вот такой десерт. Это называется сакура мочи. Сладкие рисовые лепешки, обернутые в маринованный лист сакуры со сладкой бобовой пастой внутри. И да, этот лист тоже едят, он на вкус слегка соленый, и это очень хорошо сочетается со сладким рисовым тестом и зеленым чаем. И, конечно же, есть все необходимое для пикника, или, как японцы говорят, ханами – любование сакурой. Все тоже розовое, с цветочными узорами, а эти тарелочки в форме сакуры – просто прелесть. В Японии продается очень много милых вещей, поэтому я себя держу изо всех сил, чтобы не накупить барахла. Даже у Макдональдса есть весеннее меню. Например, фраппучино со сладкими бобами адзуки и пирожок со вкусом сакуры. И не только у Макдональдса. Мы заказали пиццу, и смотрите, в честь сезона цветения сакуры нам привезли пиццу с сакурой. Но внутри обычная самая пицца, но упаковка красивая. Безусловно, все сезоны в Японии красивые, но показывать цветущую Фукуоку – отдельное удовольствие. Сейчас, конечно, самый идеальный сезон приезжать в Фукуоку и вообще в Японию, потому что сакура цветет. Вот так вот. Я бы сказала, что на втором месте после апреля по красоте конец ноября и декабрь, когда краснеют листья клена. Сейчас мы пришли в район под названием Гион. Все районы в разных городах Японии, где есть слово «гион» в названии, это вот такие вот очень традиционные красивые районы, где много храмов. И здесь, конечно же, находятся все самые знаменитые храмы Фукуоки. Фукуока – малоизвестный туристам город, но при этом он играл важную роль в истории Японии. Есть даже теории, что сама история Японии началась именно из этого региона, поскольку он находится близко к Китаю и к Корее. Историческая часть Фукуоки, конечно же, интересна, но в основном даже японские туристы приезжают сюда ради еды. Фукуока считается идеальным городом для гурманов. Самые популярные местные блюда – это суп моцунабе и тонкоцу рамен. Но также эта часть Японии славится своими свежими и вкусными суши. Поэтому сегодня, как часть тура, мы пошли в суши-ресторан, где можно заказать омакасе – набор сезонных суши на усмотрение мастера. Суши – часть ежедневной жизни японцев. Их можно купить в обычном магазине или поесть дешевые, но вкусные суши в кайтен-дзуши ресторане, где они крутятся, но в такие места японцы приходят за экспириенсом и атмосферой. Этот ресторан называется Ямато, что очень символично, потому что это название Японии еще до того, как она стала Японией, Нихон.
И он существует с 1959 года, а мастер суши – третье поколение Тайшо.トラフグですね。トラフグとあん肝です。トラフグとこれ上にかかってるあん肝。Торафуга – это которая без яда внутри. Угу. Да, я надеюсь, да? По-моему, да. А сверху анхимо – это печень рыбы. И поскольку сейчас сакура в самом разгаре цветения, мы решили устроить небольшой пикник. Сейчас Изуми готовит нам с собой дашимаки тамаго, японский омлет. Его обычно готовят в такой вот сковородке, чтобы он получился как рулетик. И здесь, кроме яйца, немного воды, сахар, соль. У Изуми очень хорошо получается готовить такие омлетики. Я пока еще все еще учусь. Шоконин митай, да. Вау, какое мастерство владения палочками. Мы все готовим палочками. И в принципе, можно и в круглой сковородке такое приготовить, но тогда так красиво, возможно, не получится по форме. Иро, кирей даね. Дачу. О. О, すごいプリップリ。最近最後にかけて薄くしていく方が綺麗って言ってます。最初は適当でいい。なるほど。確かに最初ぐちゃぐちゃでもね、最後綺麗だったらもうそれで。Меня спрашивали, зачем вообще так готовить омлет, можно же обычный омлет готовить, но за счет того, что он как рулетик, он получается очень такой приятный по текстуре и воздушный, если его хорошо, правильно приготовить. И вот такой получился омлетик. Кирей. О, кавай. И, конечно же, мы будем готовить онигири, японские рисовые колобки с разными начинками. Из того, что у нас есть дома, а у нас есть только икра минтая, минтайко, очень вкусная, такая она остро-солененькая. У нас есть подробное видео, как готовить этот омлет, а также онигири, так что посмотрите, кто хочет приготовить дома. По-настоящему это совершенно не трудно. Это такая японская домашняя еда, домашние суши почти как. О, кавай. 三角でいい？三角で。Кавай. Итадакимас. Приятного аппетита. С вот таким видом. Вот так очень красиво сейчас полностью сакура расцвела. И фестиваль с едой, конечно же. В этом году очень странная весна, то у нас была
довольно жарко, потом внезапная холодная волна, и из-за этого сакура долго не распускалась. И сейчас, наконец-то, полное цветение, но дожди, поэтому она, мне кажется, долго не будет стоять, быстро ее смоет. Но я рада, что мы попали на такой фестиваль. Можно полюбоваться сакурой последней и поесть что-нибудь. Еда на любой вкус. Пиво, конечно же, сэндвичи, онигири с мясом, жареные тоже мясо, как шашлычки, разные японские закусочки. Японцы обожают, конечно же, есть что-то под цветами сакуры, ханами. И японцы настолько обожают сакуру, что у каждой степени цветения сакуры есть свое название. Да, в зависимости от того, насколько цветы уже распустились, есть ичибузаки, нибузаки, есть, когда полностью она расцветает, называется это манкай. Сейчас уже немного прошел пик цветения, уже видны вот эти вот листья зеленые. Это называется хазакура, сакура с зелеными листьями. И когда она опадает, это, наверное, самое красивое, как мне кажется, время, когда лепестки сакуры падают. Это называется сакура, как она называлась? Фубуки, сакура фубуки. А фубуки – это когда снег падает, то есть как метель из сакуры. Очень атмосферно. Так что японцы – любители сакуры и ханами, любования цветением. И, кстати, многие спрашивают меня, в чем отличие сакуры и обычной вишни. И, наверное, главное отличие – это все-таки то, что сакура вначале цветут цветы, и только потом уже листья появляются. Недалеко от руин замка Фукуоки поставили вот такой батут для детей в виде замка. По-моему, очень даже мило. Уже 12 дня, поэтому я иду пообедать, и я нашла здесь в центре города очень интересное скрытое кафе. Просто жилой район. Здесь абсолютно ничего нет, только вот такие жилые маленькие домики. И вот здесь, если свернуть, такая маленькая улочка между домами. И вот это место, это кафе. Так и не скажешь, нигде ни таблички, ничего нет. Обычно кафе вот так вот вход вешают нурен, так называемый, поэтому просто понять, что это не просто дом, а кафе. И здесь даже нельзя входить тем, кто младше 20 лет. Вот такой старый японский домик переделали. Смотрится очень атмосферно. Мы уже здесь сели. Только посмотрите. Потолок оставили старый с вот такими балками. Небольшой барчик. Вид из окна просто потрясающий. Понятно, почему написано при входе, что нельзя детям младше 20 лет, потому что здесь, конечно, кроме обычной еды, можно вот так вот выпить алкоголь или матча-чай. Поэтому не обязательно, конечно, именно выпивать здесь. Но атмосфера довольно взрослая, я бы сказала. Вот такой сегодня у нас будет обед. Шикарных, огромных размеров наборчик. У меня это вот такой сэндвич, супчик, салат и какие-то овощи. А у Дианы вот такая вот как котлета с овощами тушеная, рис, салат и суп. Смотрится очень, очень даже аппетитно. Итадакимас. Итадакимас. Сакура цветет всего 1-2 недели. В этом году было много дождливых дней, поэтому лепестки опали даже быстрее обычного. Но именно это делает цветение сакуры таким символичным и долгожданным сезоном. Сакура – это не просто красиво, она символизирует начало учебного года, начало новой работы для свежих выпускников и саму красоту и мимолетность жизни. Изначально сакура – это дикая горная вишня,
но японцы вывели из нее сотни разных видов белого, розового цвета, даже с пушистыми цветами. Меня спрашивали, дает ли сакура плоды. Нет, сакуру специально вывели так, чтобы плоды не зрели, иначе все улицы были бы не очень опрятные после конца цветения. У сакуры не плоды, а вот такие косточки только, которые засыхают и падают, но при этом не пачкают улицу. Также есть специальный вид сакуры с плодами, обычно такая сакура на улице не растет. Ее плоды чем-то похожи на черешню и называются сакурамбо. Очень вкусные, советую попробовать, если будете в Японии в апреле или в мае. В начале апреля на юге Японии цветет не только сакура. Мне невероятно нравится, как они оформили здесь тоже эту грядку. Много разных видов цветов, но при этом все так красиво скомпонировано. И вон там дальше тоже тюльпаны такого красивого розового цвета и что-то непонятное. Нужно запомнить и попытаться у нас дома тоже так все оформить, потому что у нас сейчас какой-то кошмар в нашем дворе. Кире. Как же классно иметь цветущую сакуру у себя во дворе. Это смотрится просто невероятно. Конечно, это не совсем наша сакура. Некоторые думают, что мы уже купили этот дом, но нет. Напоминаю, это просто дом в аренду. Мы все еще ищем наш идеальный дом, который мы хотели бы купить, и он подходил бы нам как по размеру, так и по цене. Но зато в этом доме есть своя сакура, что тоже очень здорово. Смотрится невероятно красиво. К сожалению, все остальное смотрится так себе. Я все еще сражаюсь с бурьяном. Мы пришли вот в такой магазин с растениями. Здесь продается очень много разных классных цветов, трав. И сейчас я хочу выбрать что-то для нашего сада, для нашего огородика возле дома. Что-то, что будет смотреться примерно, как мы видели до этого в парке. Много разных видов растений хочу смешать. Вот это смотрится просто невероятно. Вот такой один кустик стоит где-то 2000 йен, приблизительно $15. И он должен будет много лет жить, если я его не убью. Японские магазины с растениями – это просто любовь моя. Здесь есть так много разных видов. Здесь также есть бонсай, конечно же, но бонсай нужно каждый день поливать, поэтому их очень легко убить. И плюс стоит бонсай недешево. Допустим, вот такой стоит где-то 168 тысяч йен. $1500 за деревце. Маленький бонсай, вот такой вот японский клен, можно купить довольно дешево. За 4000 йен, это где-то $30. Вика, соберись, ты пришла не за бонсаем. Конечно же, я хочу купить травы, базилик. И здесь даже есть укроп. Это большая редкость в Японии. У меня каждый раз не получается его нормально вырастить, но я постараюсь. Здесь даже продается васаби растение. Можно выращивать у себя дома. Но я слышала, что его довольно трудно выращивать, поэтому пробовать не буду. Вот такие у него листики. Смотрите, ребята, в уголку я нашла малину. Это кусты малины. Поэтому я наконец-то, наверное, посажу малину у нас во дворе. Лето – это сезон лаванды, и здесь очень много видов. Нужно тоже себе взять несколько таких. Вот такие растения для нашего сада я купила. Самое, конечно же, классное – это малина. Наконец-то я ее нашла. Конечно, нужно будет подождать еще несколько лет, пока она будет давать плоды. Я купила два вида, обычная малина и желтая тоже. Также я купила розмарин. Если покупать в Японии розмарин для готовки, то маленькая вот такая вот одна веточка стоит где-то 150 йен, то есть $1. Но один такой кустик стоит где-то $1,5, $2. Если кто-то выращивает укроп и знает, как его правильно нужно выращивать, дайте мне совет в комментариях, потому что я уже
несколько раз его убила. Не знаю, почему мне не получается, он очень быстро умирает у меня. Также базилик. Базилик я, наверное, буду выращивать в доме, потому что его очень быстро съедают насекомые в Японии. Петрушка. В Японии такая петрушка называется итальянская петрушка, Italian parsley, и обычная петрушка здесь кучерявая. А вот это кориандр, или как на японском называют пакчи. В японской кухне он почти не используется, как и, впрочем-то, укроп и петрушка. Чаще используется в корейской кухне, но я лично его очень люблю использовать для разных азиатских блюд. Вот этот цветок называется химе уцуги, а также лаванда. И все это стоило 6000 йен, примерно $50. Принимаю советы по тому, как правильно выращивать малину, потому что я боюсь, что я ее угроблю. Но я почитала в интернете, что ее нужно перед тем, как высаживать, замочить в воде. Это правильно? Я не знаю, я никогда не выращивала малину. Но, думаю, хуже не станет от этого. Интересно, нужно ли землю как-то струсить? Не. Ну что ж, для начала я убрала, насколько я смогла, бурьян. И думаю, еще 1-2 раза я скажу, что я предпочитаю жить в квартире, а не в частном доме. Пока что для себя я поняла, что если вы хотите сад на юге Японии, то главная проблема — это вот эти вот насекомые, дангомуши, мокрица, вот эти. Их здесь очень много, и они обожают тень и влажность, поэтому, когда сезон дождей или даже просто дожди, их вот так вот много здесь рождается. Просто все в этих насекомых, и они съедают молодые корни у растений, поэтому пришлось вот так вот убрать траву, чтобы не было для них места, где жить. Ящерка. На японском называется канахеби. Вот такая вот. Я надеюсь, что она съест всех насекомых, как, допустим, вот этот вот слизняк. У меня такое ощущение, что я не высаживаю растения, а сажаю еду для мокриц, потому что их здесь настолько много. Поэтому я использую вот такой вот от разных насекомых неприятных. Вроде как это не что-то, что может быть вредно для людей, но, конечно, хотелось бы не использовать такое, если это возможно. Вот такой результат. Конечно, не так красиво, как было в парке, но намного лучше, чем было до этого. И я надеюсь, что все это вырастет, расцветет, а не будет съедено насекомыми. Вот так выглядит начало апреля на юге Японии в городе Фукуока. У нас уже такое ощущение, что скоро наступит лето, потому что с каждым днем все жарче и жарче. И я сегодня еле закончила работу в саду, потому что реально на улице плюс 25 и трудно находиться. Поэтому буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!